Вообще исторических зданий в Сыктывкаре мало, а те, что есть, содержатся в не очень хорошем состоянии. Вы видите, здесь все обледенело, и да, ну вот мама с детской коляской, вот, вот так должна спускаться. Почта России вот выглядит вот так. Оно и внутри, и снаружи похоже на какой-то рынок в подземном переходе. В Сыктывкаре какая-то проблема с вот этими контейнерными площадками. Они открытые, там вот повсюду мусор. Видите, вы определитесь, вы заботитесь о слабовидящих или не заботитесь. Слабовидящие уже на этих ступеньках и свалятся у вас. Такие убогие многоэтажечки, ну, конечно же. А как иначе? В своем рейтинге городов России я поставил, на хорошее место поставил Сыктывкар. 17 место Сыктывкар. Сыктывкар — это шикарный северный город, который не теряет своего национального колорита. И еще я просто влюбился в свое время в настойку из морожки, до сих пор не могу забыть. И многие мне пишут, как же я посмел, да, то есть Сыктывкар — это же ужасный город, как можно было так высоко его поставить. А мне Сыктывкар нравится. А нравится мне в первую очередь тем, что он очень такой компактный. Он маленький, здесь можно до аэропорта дойти пешком. В общем, до всего можно ходить пешком. И это очень круто. И зимой здесь люди катаются на велосипедах. По-моему, это очень здорово. Конечно, да, отсюда надо убрать все их заборы, тогда Сыктывкар будет еще лучше. Сделать бы здесь какой-нибудь хороший общественный транспорт, привести в порядок дороги, общественное пространство. То сейчас у них вместо общественного транспорта ездят пазики. Есть чем заниматься, и тогда будет замечательный город. Так, слово о том, можно ли ездить на велосипеде зимой. Ой, еще один человек на велосипеде едет. После Москвы очень необычно, что здесь снег не чистит. То есть в Москве столько денег, что у нас снег не то, что чистят, у нас его отовсюду вывозят, а здесь вот такие сугробы появились, причем зима-то еще особо и не началась. И знаете что, мне так больше нравится сугробами-то, сугробами и с заснеженными тротуарами. Единственное, по ним скользко ходить неудобно. Здесь хорошо какой-нибудь гранитной крошечкой посыпать, это тогда будет вообще замечательно. Ну вот стоило мне сказать, что снег здесь с тротуаров не вывозят, как начали вывозить. Снегопад был, кстати, 3 дня назад, то есть они не особо спешат. Мы с вами на центральной площади. Здесь, кстати, очень скользко. И за ночь произошло какое-то обледенение. Здесь находятся, я так понимаю, какие-то административные здания, но главное, здесь есть Почта России. Как вы думаете, друзья, может быть, в этой Почте России есть открытки с видами Сыктывкара? Очень хочется открыточку послать. Чувак похож на собаку. Вообще непонятно, кому памятник, но снег так упал, что похоже на кокер-спаниеля. В общем, есть все, что угодно, кроме открытых с видами Сыктывкара. Я вообще не понимаю, почему у них куча разных залов, и везде продается примерно одно и то же, но немножко разное. Все это похоже на какой-то рынок. Вот когда ты спускаешься в подземный переход, где какие-то ларьки, вот так вот ты заходишь в Почту России. Я уж не говорю о том, что Почта России абсолютно по-хамски и беспринципно относится к зданиям, где они располагаются. То есть здесь можно посмотреть, да, что они сделали опять с фасадом. Они, конечно же, вставили сюда пластиковые двери. А эти пластиковые двери обвели вот таким вот желтым ободком, видимо, там для слабовидящих. Они наклеили здесь кучу каких-то объявлений своих, режимы работы, да, то есть, смотрите, вот здесь какой-то осторожно сход снега, табличка для слабовидящих. Здесь куча каких-то вот этих вот выдача, прием. То есть неужели нельзя было это как-то более деликатно сделать всю вот эту вот информацию? В итоге весь фасад облеплен всем этим информационным барахлом. Ни у одного другого здания такого ужаса нету. То есть вот там везде даже вот напротив там, да, деревянные двери. Красиво. Почта России вот выглядит вот так. То есть оно и внутри, и снаружи похоже на какой-то рынок в подземном переходе. Надеюсь, когда-нибудь в руководстве Почты России появится кто-нибудь адекватный, который наведет порядок с внешним видом отделений, потому что пока это какое-то позорище. А еще я надеюсь, что рано или поздно на Почте России можно будет купить открытку с видами города и отправить ее. Потому что я марк купил, а вот открытки у меня до сих пор нету. В Сыктывкаре очень много разных памятников, и есть он памятник рублю. Там стоит за сугробами, но он неинтересный, мы к нему даже подходить не будем. Памятник рублю интересен тем, что когда его установили, местные жители принесли туда 4 гвоздички. А это коммунистическая улица, которую недавно реконструировали. То есть это такая вот по местным меркам большая редкость. Они вырубили деревья, на их место посадили новые деревья, такие вот маленькие. Мне кажется, деревья можно было все-таки сделать повыше. Реконструировали вот эту вот пятиэтажечку. И эта вот пятиэтажечка стала такой чистенькой. Она была не очень чистенькой, стала такой чистенькой. Ну, еще здесь все закатали в гранит, который мы сейчас с вами не увидим из-за того, что здесь все в снегу. И еще такие вот фонари. Фонари разные есть. Вот с одной стороны улицы почему-то они высокие, а с этой стороны улицы они низкие. И все в разном стиле. Какой-то хитрый план. Сейчас сложно судить о том, что здесь сделано,
потому что снег и ничего не видно. Но местные жители говорят, что получилось красиво. Если вы из Сыктывкара, напишите в комментариях, насколько красиво у вас здесь это получилось. Вообще исторических зданий в Сыктывкаре мало, а те, что есть, содержатся в не очень хорошем состоянии. Можно с грустью посмотреть вот на это вот трехэтажное сталинское разрушающееся здание, до которого никому не дело. Ну и мне кажется, парковку здесь можно было не делать. Они зачем-то, вот видите, сделали здесь парковку. Не так много в Сыктывкаре каких-то общественных пространств, чтобы делать парковку и заставлять людей гулять вдоль машины, сидеть на лавочке около прямо автомобиля. Это не очень круто. Они используют, я так понимаю, соль, ну, реагенты с песком. Из-за этого вот дороги сразу супер грязными. Еще в Сыктывкаре какая-то, ну, во-первых, у них ужасная проблема с дизайн-кодом, потому что, видите, любой торговый центр завешен каким-то нереальным количеством рекламы. Вообще ничего не видно. Какой-то кошмар и позорище. Но и в самом городе как-то подозрительно много торговых центров. Прекрасный пандус, Кира. Давайте испытать его. Тут вот это все тут обледенело. Да, нет, это слишком опасно. Мы пойдем по ступеням. Ну, ты справился. Тебе надо дать детскую коляску, Кир, чтобы ты испытывал пандусы. Как здесь зимой с детской коляской. Основная проблема всех этих тротуаров, что они ничем антискользящим их не посыпают. Большие риски упасть. А если, например, ты с детской коляской, здесь вообще невозможно передвигаться, потому что, ну, вы видите, здесь все обледенело, и под этим уклоном просто по льду. Да, ну вот мама с детской коляской, наверное, так должна спускаться, как супергерой. Вот, и вопрос в приоритетах. То есть, видите, они все улицы посыпали, везде, где есть машины, они ночью еще почистили, а до тротуаров никому дела нет. Ну, потому что тротуар — это второстепенно. То, как будут ходить люди, их не волнует, им главное вот сделать, чтобы было удобно автомобилям. И здесь вот есть большая карта города. Поскольку город небольшой, тут, видите, все удобно. Можно сразу посмотреть, где что. Вот аэропорт, и вот 20 минут, и можно дойти до самого центра от аэропорта. Мы сейчас находимся вот с вами на набережной в Сыктывкаре, и набережная здесь невероятно крутая. Это еще одно место, из-за которого я люблю этот город, и он всегда у меня в верхних строчках моих рейтингов. Чем она крутая? Во-первых, посмотрите, какой простор. То есть сам город, он находится такой на возвышенности, и вот с набережной открывается такой фантастический вид на другой берег. Он так вот заросший, там какие-то деревеньки, и это просто, ну, кайф. Вот смотришь, и у тебя глазки радуются, что они видят такую красоту. Кроме того, здесь очень красивая сама структура пространства, несколько таких вот уровней, оно спускается к воде. А сейчас, насколько я знаю, они, во-первых, делают здесь какие-то инженерные мероприятия по укреплению берега, потому что город потихонечку начал сползать, здесь какой-то сложный проект. И потом они хотят вообще сделать здесь благоустройство всего этого пространства. Вот, если получится, будет круто, потому что потенциал у этого места огромный. Вот это вот Министерство внутренних дел по Республике Коми, и видно, что полицейские не могут отремонтировать себе крышу, не могут сделать нормальный водоотвод с крыши, хотя бы просто подогрев вот эту вот кромку, чтобы там не образовывались такие сосульки. У них, видите, уже весь карниз разрушается. Вот, но почему-то ничего не происходит. Вообще странно, что в таком регионе, как Сыктывкар, где часто бывают вот переходы через ноль, где есть зима и все остальное, почему не научились таким банальным вещам, как просто приведение крыши в порядок. Все технологии есть, да, это они стоят копейки. Просто надо грамотно организовать водоотвод, и не будет вообще никаких сосулек. А здесь, друзья, мы с вами видим просто пример варварства, глупости. Ну, то есть люди из хороших побуждений решили поставить плакат «Спасибо за чистоту в нашем парке». Зачем-то взяли символ, вот этот маленький символ, который, ну, это пиктограммка нарисована, чтобы быть там размером с марку. И наклеивается где-нибудь там на урне или еще что-то, да. Они зачем-то распечатали на огромном плакате вот эту вот ужасную пиктограмму и поставили здесь вот совершенно вот этот вот уродливый знак, который портит вообще все рядом с памятником. Как это получилось, я не понимаю. Ну, начнем с того, что вообще от него толку никакого нет. Ну, спасибо, пожалуйста, да, зачем уродовать парк? Но даже если вы решили, задались целью поставить какой-то плакат и поблагодарить людей, что они не мусорят, ну, закажите, потратьте там пару тысяч рублей, наймите какого-нибудь местного художника, дизайнера, чтобы он нарисовал что-то более-менее приемлемое. Пенсионный фонд местный, как и Почта России, тоже себе вот решил ставить пластиковые двери красивые. Все это вот желтой рамкой. И вот здесь вот висит фонарь, и здесь фонарь. Надо больше фонарей, надо все это облепить это все фонарями.
Здесь очень хорошо видно все это вот лицемерие, да, то есть они сам вход обозначили какими-то фонарями, желтыми линиями, да, а здесь гранитные ступеньки, которые вообще никак не обозначены. То есть вы определитесь, вы заботитесь о слабовидящих или не заботитесь. То есть слабовидящие уже на этих ступеньках здесь свалятся у вас. Проблема только в том, что Сыктывкар, он совершенно не приспособлен для слабовидящих. Здесь с глазами сложно ходить, чтобы не упасть, да, потому что нечищенные тротуары, какие-то сугробы, вот это вот обледенение. И мне сейчас сложно представить, как слабовидящий человек до сюда просто дойдет. То есть без сопровождения он до сюда не дойдет. А если он сюда пришел с сопровождением, то его просто проведут. Но, как часто у нас бывает, да, очень много сил и средств тратится для этой бюрократической какой-то показухи для галочки. Кто-то где-то написал, придумал. Но к реальной безопасности и заботе о пенсионерах, о инвалидах, слабовидящих это, конечно, никакого отношения не имеет. Вот, кстати, редкий пример сохранения деревянных домов. Такие вот деревянные двухэтажечки, которые с виду такие относительно крепенькие. Их не снесли, они так покрашены. Ну и здесь у нас есть такой маленький памятник архитектуры. Это бывшая пожарная каланча, которая тоже находится в хорошем состоянии. Там еще один деревянный дом. То есть такой небольшой пятачок с историей. Кстати, эти пазики везде принимают оплату картой. Можно прям PayPass айфончиком заплатить за проезд в пазике. Что, конечно, удобно, но нельзя забывать, что пазики — это враги общественного транспорта, и быть пазиков не должно. Здание в очень хорошем состоянии. Сохранились вот все барельефы. Портик, вот, все очень хорошо. Самое главное, вот, скульптура пионеров. И единственное, что портит вообще всю картину этой красоты, это пластиковая ужасная дверь и две отвратительные вот эти вот зеленые таблички. Мне относительно вот этих табличек всегда возникает вопрос, зачем они нужны? Ну, то есть наверху и так написано, что это дворец творчества. Замечательно. Все, что мне надо знать об этом здании, я уже знаю. Зачем мне вот эта вот администрация муниципального образования городского округа Сыктывкар, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования, дворец творчества детей и учащихся молодежи? И на двух языках, и с двух сторон. Зачем вы уродуете здание? Вот к чему эта хрень нужна? Ну, если она прям аж так вам необходима, не знаю, ну, повесьте ее внутри где-нибудь в тамбуре. Мне все время напоминает, когда ты покупаешь какой-нибудь ноутбук, и он весь облеплен этими наклейками, какой там процессор, какое там все остальное, и особенно люди, которые это не снимают. Вот это вот очень похоже на такой вот дешевый ноутбук сразу здание становится. Специальная коррекционная школа номер 40, что круто, там наверху у нас учиться, учиться и учиться. Цитата дедушки Ленина. Здесь, можно сказать, у нас практически масонские символы в виде циркулей с желудями. И опять же вход. Вот они опять зачем-то сделали вот этот вот вход. Какая-то новая мода пошла, видимо. Вот это вот, как есть театр безопасности, так есть театр заботы об инвалидах. Посмотрите, блин, на эти улицы. Ни один инвалид самостоятельно не дойдет до этого здания. Если мы себе представим себе слабовидящего в Сыктывкаре, если мы себе представим инвалида в Сыктывкаре, он просто не сможет самостоятельно передвигаться по этим улицам. Он здесь умрет, убьется, провалится в колодец. Нафига вы уродуете вход, нафига вы уродуете здание? Приведите сначала город в порядок. Подумайте о безбарьерной среде, подумайте о безопасных тротуарах и переходах. И тогда, возможно, уже потом, в конце, можно будет делать какие-то такие нюансы. В Сыктывкаре какая-то проблема с вот этими контейнерными площадками. Ну, уже не говоря о том, что это так делать нельзя. То есть они открытые, там вот повсюду мусор. Видите, птицы его там раздирают, но они почему-то все не убраны. Вот я третий день хожу, и третий день переполнены урны и переполнены все эти контейнерные площадки. Какой-то кошмар. Мы сейчас заходим в район с такими обычными панельками. И в Сыктывкаре, если вы обратите внимание, они чуть-чуть отличаются от остальных, потому что есть наверху, они увенчаны таким вот национальным орнаментом. Вообще вот все это типовое проектирование большая проблема, потому что всю страну застроили совершенно вот одинаковыми этими домами. Вот. И вот возможность единственных каких-то отличий это было сделать какие-нибудь орнаменты или какой-то небольшой декор, но совсем примитивный, потому что никто, конечно, денег на индивидуальность не выделял. И, опять же, вот это хоть какая-то индивидуальность была в советское время, а вот если мы посмотрим панельки 90-х и нулевых, вот эти вот, то там уже индивидуальности никакой нет, потому что все деградировало. Казалось бы, открытый рынок, и ты можешь вообще все, что угодно делать, никто тебя не ограничивает в творчестве, но что-то пошло не так, поэтому вот дома, построенные в 90-х и нулевых, они выглядят мега убого. Ну, впрочем, также мега убого выглядят и
все современные дома, которые продолжают строить, за редким исключением. Конечно, нельзя насладиться Сыктывкаром, не изучив новые районы. Мы подошли к новым райончикам. Вот видите, такие убогие многоэтажечки. Ну, конечно же. А как иначе? Ведь в Сыктывкаре так мало места. Ведь в Сыктывкаре людям совсем негде жить. Поэтому нужно взять и построить вот это вот убогое говно. Как вы думаете, что будет во дворах этих домов? Наверное, там будет классное благоустройство. Но нет, там все будет закатано в асфальт, заставлено машинами. А в центре, возможно, будет стоять какая-нибудь примитивная ксиловская детская площадка. Кстати, чтобы вы понимали, друзья, нам с Киром, Кир идет вон сзади, приходится работать просто в ужасных условиях. 0 градусов, идет ледяной дождь, сильный ветер. И мы вместо того, чтобы пить кофе, наслаждаться какой-нибудь атмосферой приятного кафе, мы скользим по обледенелым улицам под дождем в Сыктывкаре. Если вы сейчас не поставите лайк, друзья, у вас нету сердца. Все во льду вообще. Чудо не произошло. Мы видим убогие коробочки, он их там продолжает дальше строить. Корабль, да. Корабль. Все максимально стрёмно. И переполнены эти контейнеры. То есть, видите, здесь вообще ставят такие вот контейнеры. Кошмар. С мусором происходит какая-то жесть. Ну и здесь вот, видите, все везде. Хорошо, хоть поставили эту коробку хоккейную в центре. Деревьев нет. То есть, они что-то высадили, но это не уверен, что это когда-нибудь вырастет. Все закатано в асфальт. Парковки. Ну, конечно, самая жесть, вот это то, что вообще я никогда не понимаю. Вот вы строите новый дом, вы строите его с нуля. Почему нельзя сделать нормальные входные группы на уровне земли? Почему нельзя сделать прозрачную входную дверь? Почему вечно вот такое вот убожество? Друзья, мы с вами находимся в потрясающем месте. Это улица Ленина, за моей спиной перекресток. Вы видите две неоновые вывески «Бакалея» и «Гастрономия». Они не просто так здесь. Их восстановил фонд «Внимание», мой фонд, про который я вам много рассказывал, которым вы помогаете, которому вы жертвуете. Это один из наших самых дорогих и сложных проектов, потому что, да, здесь мы восстановили старые советские неоновые вывески. Все эти вывески должны были просто демонтировать, выкинуть, потому что на место старого гастронома, собственно, где эти вывески висели, въехал «Магнит». «Магнит», вот он там внизу есть, он должен был повесить вывески «Магнит». Вот, и история бы исчезла. Мы договорились с «Магнитом». Это, кстати, самый клевый магазин «Магнит» в России, потому что, видите, они сделали супер аккуратную вывеску свою «Магнит» красненькую, и сейчас они их обслуживают. То есть сейчас эти две вывески на балансе этого магазина «Магнит», они дают им электричество, и это просто уникальная история. Почему важно сохранять такие вот артефакты, в том числе от советского времени? Потому что это часть истории города. Люди, которые здесь живут, они ходят по этой улице, и они помнят, как они ходили в этот магазин. И вот просто представьте себе, да, местные жители, они будут идти, они будут смотреть на эти вывески, они будут вспоминать: о, здесь был вот такой-то вот магазин, я туда ходил, я стоял здесь в очереди в 90-е. Дети будут спрашивать своих родителей, своих бабушек и дедушек: а что это такое, почему здесь вот эти вот вывески, они будут им рассказывать. И это вот важная часть истории города, которая вот позволяет установить такую эмоциональную связь, и мы это восстановили. Поэтому важно сохранять не только прямо совсем уж историческое наследие, но в том числе вот и советские вывески. И другим городам тоже стоит задуматься над историей там 70-х, 60-х, 80-х годов, потому что это те исторические слои, которые тоже очень важно сохранять и восстанавливать. Уничтожить все очень просто, а потом город будет скучным, унылым, будет у вас везде какое-то вот непонятное одноразовое барахло, оно будет меняться, ничего не будет оставаться. Поэтому вот такие штуки важно сохранять, восстанавливать. Поэтому, друзья, проходим по ссылочке в описании к этому ролику, там будет ссылка на фонд «Внимание». Оформляем пожертвования, потому что на ваши деньги мы сохраняем историю России, и это очень круто. Блин, просто красота. Вот я вот сюда пришел специально посмотреть, и стою, и невероятно круто это выглядит. Сыктывкар еще интересен тем, что именно отсюда пошла сеть пиццерий Додо Пицца, которая сегодня есть во многих городах России. Но вот мало кто знает, что первая пиццерия находилась у них здесь. Она вот находится вот это вот за моей спиной. Если я не ошибаюсь, я надеюсь, я не ошибаюсь, то, по-моему, именно эта пиццерия вообще была у них первая. Здесь же в Сыктывкаре находится их центральный офис. Вот я делаю фоторепортаж на Варламов.ру. Ну и вообще Федор Овчинников, основатель Додо Пиццы, большой молодец. Я считаю, это вообще такая наша гордость небольшая, потому что редкий пример вот именно российской сети, супер успешной, которая работает не только в России, у них есть и в других странах уже начали открываться. А начиналось все вот отсюда, с Сыктывкара.
Очень показательная история, друзья. Смотрите, видите, здесь стоят люди. Казалось бы, зачем здесь стоят люди? Люди здесь стоят, потому что тут остановка. Но то, что здесь остановка, можно понять только по вот этому надвигающемуся, как всадник апокалипсиса, пазику. Вот он такой подъехал. И вот этому вот скромному знаку. Больше никаких удобств для ожидающих автобуса здесь не предусмотрено. Меня всегда удивляло, когда в одном здании располагается сразу несколько одинаковых учреждений. Там такая вот азиатская история, да, когда кто-то открыл аптеку, рядом еще кто-то открыл аптеку, и потом третий человек открыл аптеку, вот мы видели здание, целых 3 аптеки. Слушай, там пятиэтажка, то есть пятиэтажка интересна тем, ну сейчас здесь не очень видно, а если ты посмотришь, обратишь внимание, там такая мозаика с какими-то вот патриотическими рисунками. А вот если бы они их подсветили, было бы круто. Это вот вопрос приоритетов. Видите, если подсветка так сделана, то подсвечиваются витрины, подсвечиваются магазины, а вот эти вот мозаики на торцах этих пятиэтажек, они не подсвечиваются. Казалось бы, да, поставь пару лампочек, и у тебя город сразу станет гораздо приятнее. Я надеюсь, конечно, вот мэрия Сыктывкара, которая сейчас смотрит наш ролик, она обратит на это внимание и сделает подсветочку. Мы сейчас с вами находимся в очень интересном месте. Это монумент воинской славы, вечный огонь. Вот здесь 3 фигуры с венком над вечным огнем. И в народе это место называется «Бабы жарят крокодила». Все потому, что этот венок с определенного ракурса похож на крокодила. Такое название памятник получил в народе, вот как его построили. Первые упоминания об этом, они датируются еще начала 80-х годов, и, в принципе, любой житель Сыктывкара вам об этом скажет. А всей России об этом рассказал Тёма Лебедев в 2004 году, когда он побывал в Сыктывкаре, и он написал об этом памятнике и сказал, как в народе этот памятник называется. Тогда никто не обратил внимания. Но вскоре «Медуза», издание «Медуза», по-моему, в 2015 году издание «Медуза» опубликовало у себя на сайте опрос, где среди вопросов относительно Сыктывкара был вопрос относительно названия, народного названия этого памятника. И местное издание «7 на 7», они перепечатали вопрос, который задала «Медуза», тем самым очень оскорбили одного из читателей, который посчитал это оскорблением монумента воинской славы, написал жалобу в Роскомнадзор, и в итоге Роскомнадзор оштрафовал местное СМИ на 200 тысяч рублей. Я надеюсь, меня никто не оштрафует. Этот памятник в народе действительно называется «Бабы жарят крокодила». А зрителям своего канала я хочу напомнить, друзья, оскорбления надо искать не в символах, не в словах, оскорбления надо искать в делах. Потому что если кто-то из вас очень переживает за воинскую славу, за ветеранов и так далее, то достаточно просто посмотреть вот на эти вот прекрасные пазики, на эти обледенелые тротуары, которые здесь в Сыктывкаре, и подумать о том, как даже не то, что ветеран, а как просто пенсионер, пожилой человек может по этому прекрасному городу передвигаться. И скажите мне, это не оскорбляет ли никого, что по Сыктывкару практически невозможно сейчас передвигаться из-за того, что все обледенело, из-за того, что нет нормального общественного транспорта, и такой вот ад творится на улице. Ну, в принципе, это можно отнести к любому российскому городу. Вот задумайтесь об этом, что действительно должно вас оскорблять.